Приветствую вас на своем канале, друзья. И сегодня у нас такой очень собирательный выпуск. Мы сегодня позавтракаем, мы тут купили вафельницу и начинаем экспериментировать. Потом я вам покажу уже ставший очень популярным скульптурный комплекс «Мини-Петербург». Это такой арт-объект под открытым небом. А потом посетим с вами современное пространство Ленполиграф МАШ. Это уникальное место, которое раньше было промзоной, а теперь очень красивое молодежное пространство. Так что наливайте чаек и погнали. Я получаю большое количество комментариев от вас, положительных отзывов насчет этого канала. Он сам дарит мне очень много вдохновения, но, к сожалению, именно сейчас приходят самые плохие новости про YouTube, и я, как и многие другие ютуберы, не могу от этого не расстраиваться, поэтому я решила создать отдельный телеграм-канал, посвященный моим YouTube проектам. Подписывайтесь на него, ссылочка будет в описании, он так называется «Простуженный город». Давайте не теряться в любом случае. Я надеюсь, что мы с вами не потеряемся и никуда не придется переходить, и мы останемся здесь. А сейчас мы пошли гулять и берем вас, как всегда, с собой. На Петроградской стороне, в Александровском парке, расположился очень известный арт-объект «Петербург в миниатюре». Это макет исторического центра города со всеми известными достопримечательностями. Здесь можно посмотреть на город с высоты птичьего полета буквально. Можно детально рассмотреть фасады зданий. Вот сейчас только что был Спас на Крови, это Зимний дворец. И мы сейчас выходим на Дворцовую площадь и увидим знаменитую колонну с ангелом. Кстати, всегда мечтала посмотреть на него вблизи. И вот такая возможность предоставится. Конечно, кто-то оторвал у него крест, но не без вандалов. А это главный штаб и кони наверху. А это здание Адмиралтейства с его знаменитым шпилем. Ну и, конечно же, царь всех соборов — Исаакиевский собор. Что там? Стрелка Васильевского острова с его биржей и колоннами. Ну и, конечно же, Петропавловская крепость. Выпуск про Петропавловскую крепость выходил на канале недавно. Обязательно сходите, посмотрите. Казанский собор, который вы сейчас видите. Кстати, вы знали, что кафедральным собором Петербурга является именно Казанский собор, а не Исаакиевский. Мы переместились в кофешоп. Мне всегда нравились их двухстенные стаканы. В них очень удобно пить чай. Он долго не остывает. И мы зашли с Евой, чтобы купить домой парочку стаканов. Они у нас постоянно разбиваются. Резко поставить на стол или что-то подобное между слоями. На этот день у меня были большие планы, и даже ливень не смог их нарушить. Сегодня у меня была запланирована фотосессия, поэтому ко мне пришла визажистка приводить меня в порядок. А сейчас я направляюсь в Ленполиграф МАШ, и именно там находится фотостудия, в которой я буду сниматься. Фотостудии часто располагаются на территориях всяких заводов бывших, и эта студия не исключение. Я очень люблю, когда какие-то старые заводы оживают, обретают свою новую жизнь. И поэтому свой рассказ про Ленполиграф МАШ я решила начать именно с фотостудии. Ненадолго заглянем в окошко на территорию завода
и потом обязательно я продолжу. Вообще, кто не знает, я музыкант, и мне обязательно нужны фотографии для афиш. И вот сейчас я решила обновить свое портфолио, так сказать. Питер все понимает, дядюшка Питер. Питер вас обнимает, пока вы спите, заперты в тесном граните. Вечный мой ангел-хранитель Питер. Итак, мы закончили, и теперь можно выйти прогуляться по Ленполиграфмашу и рассказать вам про него. Это целый квартал, это такое большое пространство на Петроградской, целая экосистема, в которой вместе сосуществуют IT-стартаперы, ученые, архитекторы, художники, дизайнеры. Там внутри есть конгресс-центр, коворкинг, фэшн-спейс, пространство «Точка кипения», в котором проходят различные семинары, лекции, мастер-классы. История Ленполиграфмаша началась в далеком 1890 году, когда здесь располагался завод по производству технического оборудования. В 1922 году завод стал экспериментальной базой точного машиностроения. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали оружие и боеприпасы. А к 1948 году завод восстановил свое основное полиграфическое производство. Сегодня все производство выведено за пределы центра Санкт-Петербурга в Приморский район, а здесь осталось пространство для творчества, общения и другого созидания. В 2016 году здесь открылась «Точка кипения». Это пространство коллективной работы. И там есть коворкинг, кстати, бесплатный для молодежи. Там много гастрономических точек. Вот сейчас кафе «Футура» вы видите, одно из самых популярных, мне кажется, во всем Петроградском районе. Задача создателей этого пространства была в том, чтобы резиденты формировали полноценное профессиональное сообщество, чтобы люди здесь работали, отдыхали, придумали что-то новое, занимались творчеством, могли что-то купить и поесть. Хоть Ленполиграфмаш заточен именно под тех, кто здесь работает, но и для обычных горожан здесь тоже всего очень много, и это место реально является какой-то точкой притяжения. Во-первых, она очень фотогенична, здесь постоянно кто-то фотографируется. Кстати, здесь есть зарядка для Тесла, для электромобилей. Помимо всего вышеперечисленного, на территории квартала также есть и концертные площадки, и выставочные пространства. Там я сама была на нескольких выставках, в том числе Сальвадор Дали. Люблю такую современную урбанистику, и если вы ни разу не были в этом пространстве, обязательно посетите. Оно достаточно небольшое, как и все на Петроградке. Здорово, когда такие пространства перерождаются и полностью начинают соответствовать современным нуждам людей. Мы с вами выходим с территории завода, немножечко еще посмотрим на мою любимую Петроградку. Буду потихонечку заканчивать. Сегодня такой немножечко винегрет получился, но я надеюсь, что вы не против. Еще раз напоминаю вам подписаться на мой телеграм-канал, который посвящен моему видеотворчеству. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Мой простуженный северный